Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим и украшаем торт медовик. Также поделюсь с вами маленьким секретом, как сделать медовик еще вкуснее. Итак, нам понадобится 2 столовые ложки меда, 200 грамм сахара, 2 яйца, 100 грамм сливочного масла или маргарина, 1 чайная ложка соды, 500 грамм муки. Мед, масло и сахар помещаем в чашку и отправляем в микроволновую печь. Содержимое растапливаем импульсами по 30 секунд. Теперь добавим соду и отправим в микроволновку еще на 1 минуту. Мед погасит соду и масса будет пышной. Добавляем яйца в горячую массу и быстро перемешиваем. Выливаем всю массу в муку и также перемешиваем. У меня в чашке было 300 грамм муки. Оставшиеся 200 грамм добавляем постепенно. Отправляем тесто охладиться и отдохнуть. Спустя 30 минут тесто готово. Делим его на 4 части. Раскатывать буду на специальном коврике для выпечки. Покупала его на Алиэкспресс. В качестве вырубки буду использовать крышку от кастрюльки. Диаметр ее 16 сантиметров. Буду вырезать по 2 коржа. Отправляем коржи в духовку. Выпекать будем при температуре 180 градусов до готовности. Смотрите по своей духовке. Ссылка на видеообзор этой электродуховки оставлю в описании под роликом, а также вверху справа в подсказках. Из этого количества теста получается 12 коржей. Приступим к сборке. И вот теперь тот секретик, которым я хотела с вами поделиться. Я всегда пропитываю коржи дополнительно сахарным сиропом. Это дает влажность и мягкость. Рецепт сахарного сиропа простой. На 100 мл кипятка 1 чайная ложка сахара. С помощью пульверизатора наносим сироп на нижнюю сторону коржа. Сироп чувствоваться в медовике абсолютно не будет. Для прослойки использую свой фирменный крем. Ссылку на видеорецепт оставлю в описании под роликом и в подсказках вверху справа. Также можно налить сироп в чашку и пропитывать коржи в ней, опуская корж в сироп на несколько секунд.
Ацетатной пленкой оборачиваем торт. Фиксируем ее с помощью скотча. При желании можно использовать разъемное кольцо. Отправляем торт в холодильник на несколько часов или на ночь. Украшать будем белково-масляным кремом. Ссылку на видеорецепт оставлю в описании под роликом, а также в подсказках вверху справа. Делаем черновое покрытие торта. Отправляем в холодильник минут на 10-15, чтобы черновой слой подстыл. Тем временем окрасим крем в нужные нам цвета. В часть крема добавляем розовый краситель. В другую часть крема добавляем голубой, желтый и зеленый красители. Достаем торт из холодильника и делаем чистовое выравнивание. Мешком с тонким отверстием зеленым кремом нарисуем стебли. Розовый крем нанесла на шпатель и окрасила его фиолетовым сухим красителем-распылителем. Где покупаю красители, ссылку оставлю в комментариях. Мастихином будем делать маленькие цветочки.
Сердцевину цветам сделаем черным кремом. Жесткой кисточкой зеленым красителем сделаем по всему торту мазки травки. В оставшийся розовый крем добавляем фиолетовый краситель. Мешком с тонким отверстием фиолетовым кремом будем отсаживать лаванду. Темно-зеленым кремом насадкой маленький листик отсадим листья. Торт получился 2 килограмма. Белково-масляный крем готовила на 350 грамм масла и 3 белка. Осталась примерно 1/3 часть. А сейчас я покажу вам торт в разрезе.
Благодаря тому, что мы его пропитали, торт абсолютно не крошится. Он очень влажный, ароматный и тает во рту. Это просто волшебный вкус. В моей семье все без исключения обожают этот торт. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного. До новых встреч!